Здравствуйте, меня зовут Вероника Кимистомина, я докторант Академии краеведения. Сегодня я хочу рассказать вам об своем обучении в Академии, почему я выбрала именно Академию краеведения, а также что я планирую делать дальше после окончания обучения. Честно говоря, с выбором учебного заведения у меня особо вопросов не стояло никаких. Я всегда хотела именно в эту академию, потому что, когда я еще училась в школе, я увидела сайт, узнала об академии, узнала о том, что, в принципе, есть такая возможность изучать краеведение на профессиональном уровне, поэтому все свое обучение в бакалавриате, в магистратуре я ставила цель, что в докторантуре я буду учиться именно в Академии краеведения. Почему? Потому что это все-таки Академия краеведения, это специализированное учебное заведение, даже научное заведение, которое специализируется именно на краеведении. Так как я занимаюсь именно этой сферой, то для меня было приоритетно, чтобы весь университет, все учебное заведение, где я буду обучаться, было посвящено именно тому, чему я хочу посвятить свою жизнь. Поэтому выбор Академии краеведения был достаточно естественным, и особых сложностей на самом деле у меня при выборе учебного заведения из-за этого не было. Так как я обучаюсь все-таки в докторантуре, буду говорить именно про свое направление. Я обучаюсь на направлении корейской истории или история Кореи, можно называть и так, и так. В любом случае, да, это Хангук Сагаква. И обучение длится 3 года. За 3 года нужно освоить ряд предметов, а именно набрать 36 кредитов. Плюс есть 2 обязательных предмета языковые, то есть можно выбрать корейский язык, английский язык или ханмун, это классический китайский. А также нужно выбрать 2 предмета, так называемый кичоквамок. Это обязательные, даже не то, что кичоквамок, это для иностранцев именно 2 предмета, которые тоже будут базовыми, поэтому называется, да, кичоквамок, которые нужно обязательно послушать по специальности. В моем случае это базовые предметы по корейской истории для иностранцев, вводные, для того, чтобы было проще понять какие-то термины, познакомиться с историческими периодами, поскольку мы специализируемся, так как уже в докторантуре, на каком-то одном периоде, а такие предметы позволяют нам узнать и о других периодах более подробно на корейском языке, что тоже очень здорово. Обучение все проходит на корейском языке, и по завершению всего обучения нужно написать также диссертацию и защитить ее. В принципе, это все, что нужно сделать для того, чтобы получить степень доктора наук по краеведению в академии. Еще один нюанс, которым хочется тоже поделиться, это выпускной. Да, для того, чтобы выпуститься из Академии краеведения, помимо написания диссертации, нужно еще сдать экзамены. Это топик, 6 уровень. В Академию, в принципе, принимают уже с 4 и 5 уровнем, но по завершении обучения нужно иметь уже 6 топик. Это очень важно, чтобы выпуститься, потому что экзамен можно сдать, конечно, и в Академии по корейскому языку, но проще сдать на самом деле топик. Он гораздо более простой, скажем так. И также нужно сдать, в моем случае, 3 экзамена, так как я учусь на докторантуре. Это экзамены по специальности. Скорее всего, это у меня будет современная история Кореи, то есть КНДСА, Хёндэса, и что-то еще нужно будет выбрать. Это уже из списка, который предлагает Академия. Это все можно посмотреть также на сайте. Так как я являюсь иностранным студентом, то обучение для меня полностью бесплатное. Это немножко необычно, но в нашей академии за обучение платят только корейцы. То есть все иностранцы обучаются полностью бесплатно. Плюс к этому еще 80%, согласно статистике, иностранцев получают стипендию в размере 800 тысяч вон. И также могут делать какие-то подработки, участвовать в конкурсах и тоже получать денежное вознаграждение в виде стипендии дополнительно. Да, то есть таких возможностей тоже достаточно много в течение семестра. Еще один достаточно важный факт – это общежитие, потому что проживание за границей все-таки стоит, как правило, дорого.
однако не в Академии корееведения. На самом деле в Академии корееведения проживание в общежитии, по моим собственным наблюдениям, является самым дешевым по всей стране, именно в общежитиях. Да? То есть если вы будете снимать даже за пределами университета, это будет стоить дороже. А именно проживание в течение семестра в так называемом старом общежитии стоит 400 тысяч вон. В новом общежитии, в такой комнате, где 3 человека, но каждый отдельно в своей комнате, да, то есть такого квартирного типа, стоит 800 тысяч вон. И комнаты на одного, они уже идут от миллиона. Но в любом случае это идет за 4 месяца. Это очень дешево на самом деле для Кореи. Да, даже по корейским, по российским меркам сейчас в столицах проживание стоит дороже гораздо. Так как это все-таки академия корееведения, то в первую очередь это научное учебное заведение, научно-исследовательское учебное заведение, можно и так его называть. Поэтому у нас есть целый архив Чонсагак, там невероятное просто количество находится исторических материалов, которые можно тоже все посмотреть, потрогать, изучить историю именно по оригиналам документов, да, это очень здорово. И у нас есть большая библиотека книг по корееведению, да, то есть тем, кто интересуется Кореей, тем, кто интересуется именно наукой, корееведением, это очень большая и здоровская возможность поработать и написать диссертацию тоже в стенах, например, библиотеки или архива. В завершение я хочу немножко рассказать о том, как прошел мой первый семестр. Я закончила только первый семестр на самом деле. Я начала обучение в марте 2025 года, и в целом оно прошло достаточно успешно, да, то есть все оценки, которые я получила, они уже вышли, это A+, и зачеты, да, то есть у меня было, на самом деле, достаточно много предметов, 8 штук, по корейским меркам это очень много, то есть каждый раз, кто слышал, они все очень сильно удивлялись, что я выбрала так много предметов, но я привыкла к российской системе, я училась в Таиланде, у нас там было тоже достаточно много предметов, очень интенсивная программа, и в докторантуре я по привычке выбрала, как говорится, все, что можно было, и поэтому было непросто обучаться, но тем не менее я с этой задачей справилась. Какие предметы я выбрала? Я изучала конфуцианство, историю конфуцианства, я изучала археологию корейскую, я изучала современную корейскую историю, новую корейскую историю, то есть периода нового и новейшего времени, чтобы быть точно, да, 2 отдельных предмета. Я изучала ханмун, целых 2 предмета, и также я изучала предмет для иностранцев, да, и все. Надеюсь, я ничего не пропустила. Еще один предмет, да, точно. Это корейский язык, а именно академический корейский для написания диссертации. Все предметы мне понравились, нету никаких особых на самом деле недостатков. Обучение было понятным, мне не было особо сложно понимать то, что говорят преподаватели, потому что в целом у меня уже был опыт обучения в Сеульском национальном университете, я там тоже обучалась на корейском языке, и именно из-за этого проблем у меня не было. Плюс корейский язык я преподаю, поэтому, как говорится, понимать-то я понимаю. И сдавать какие-то работы, делать презентации, доклад для меня тоже не проблема. Но, возможно, для кого-то, кто только поступает с 4-м уровнем, это будет делать гораздо более такой сложной задачей, да. Но, тем не менее, я думаю, что постепенно все справятся и смогут успешно завершить свое обучение в академии.